Поклонники белогвардейщины и монархии любят ныть по поводу гражданской войны, которая последовала за Октябрьской революцией. Ту войну они непременно норовят назвать братоубийственной. Дескать, стравили подлые большевики части одного народа и заставили соотечественников убивать друг друга. Давайте сегодня поговорим о лицемерии этого тезиса. Начнем издалека. Не секрет, что многие европейские монархи состояли в близком родстве. Королеву Великобритании Викторию недаром называли бабушкой всей Европы. Английский король Георг V и кайзер Вильгельм были ее внуками и приходились друг другу двоюродными братьями. Их кузиной была другая внучка королевы Виктории, Алиса, принцесса Гессен-Дармштадтская, ставшая женой последнего российского императора. Нам она также известна под именем Александры Федоровны. В свою очередь, Георг V и Николай II тоже были кузенами. Их матери, датские принцессы Александра и Дагмара, являлись родными сестрами. Кузены Джорджи, Ники и Вилли встречались, дружили, писали друг другу трогательные письма. Они даже имели чины в братских армиях. Но родственные связи не удержали августейших особ от развязывания мировой бойни в интересах правящих классов своих стран. Личные дружеские отношения не заставили их любой ценой остановить надвигавшуюся катастрофу. Их величество не предотвратили кровопролитие, не спасли своих подданных от бедствий и лишений войны. Миллионы людей погибли. Десятки миллионов получили ранения и увечья. Человечество увидело разрушенные города, голод и эпидемии. Впервые в истории было применено химическое оружие. Империалистская война – война величайших и богатейших банковых фирм. Англия и Германия из-за господства над миром, из-за дележа добычи, из-за ограбления малых и слабых народов. Эта ужасная и преступная война разорила все страны, измучила все народы, писал в декабре 1917 года Ленин. Война трех кузенов. Одно из названий, с которым Первая мировая вошла в историю. Но что-то никто не спешит осудить ее как подлую и братоубийственную. Интересы крупного капитала превыше всего. Отправлять на бойню своих собратьев по роду человеческому ради грабежа, ради передела рынков и сфер влияния – это нормально. Чего уж там, дело-то житейское. А когда большая часть народа, защищая пролетарскую революцию, уничтожает восставших против нее помещиков и капиталистов и всех, кого они привлекли на свою сторону, в том числе силой и обманом, это немыслимое зверство. Белые прикрывались лозунгами о спасении России, сохранении культуры, веры и устоев, а на деле через насилие хотели вернуть коллективному российскому барину его священное право эксплуатировать рабочих и крестьян, чтобы и дальше жить припеваючи на горбу трудового народа. И так белогвардейские живодеры усердствовали, возвращая в Россию эксплуататорские порядки, что сами своей жестокостью подтолкнули народные массы к большевикам. Ленин отмечал: крестьяне, сибирские крестьяне, которые менее всего поддаются влиянию коммунизма, потому что менее всего его наблюдают, получили такой урок от Колчака, такое практическое сравнение, а крестьяне любят сравнения практические, что мы можем сказать: Колчак дал нам миллионы сторонников советской власти в самых отдаленных от промышленных центров районах, где нам трудно было бы их завоевать. Коммунисты прямо и честно говорят, что все войны являются частью классовой борьбы. Войны при капитализме – это способ разрешения противоречий между разными группами капитала или попытка эксплуататоров силовым путем вернуть себе власть, утраченную в ходе революции. Сколько ни болтай о братстве, с момента возникновения частной собственности она разделяла людей. Сначала разделила первобытную общину, появились рабство и первые рабовладельческие государства. Как братья-рабовладельцы обращались с братьями-рабами, рассказывать, наверное, не нужно. Потом братья-феодалы веками измывались над братьями крепостными. И, кстати, благородным господам, королям, князьям, герцогам и баронам родственные связи и семейные узы нисколько не мешали убивать друг друга в своих междоусобных разборках. Капитализм вышел на новый уровень уничтожения людей. Он вообще способен прервать существование нашего биологического вида. Покончить с долгой историей войн можно лишь одним способом.
Необходимо обобществить средства производства и построить бесклассовое коммунистическое общество. Сколько ни лей крокодиловы слезы по поводу братоубийственных войн, правды это не изменит. Все войны на Земле имеют классовую природу и прекратятся только с уничтожением классов и частной собственности на средства производства.